Привет, друзья ютуберы! А перед началом у меня, как всегда обычно бывает, есть просьба. Помимо ваших традиционных лайков, хотя бы ставьте ваши комментарии, а то такое ощущение, что меня смотрят какие-то боты. Даже никто практически не оставляет комментарии, только несколько человек и все. Я же все-таки стараюсь для вас, чтобы вам было что посмотреть после трудового рабочего дня. Это как кружечка кофе, блядь, которая должна поднимать настроение, снимать усталость и, в принципе, выполнять все, кроме того, что может выполнить еще и женщина. Так что, в принципе, это самое то, что надо смотреть. Когда у тебя нет настроения, и чтобы настроение поднималось. Когда у тебя пиздец проблемы, и чтобы это немножко скрасило твое настроение. А это пересказ сериала «Клан Сопрано». 3-й сезон, 3-я серия. Присаживайте ваши жопки, будет интересно. Криси хотел ширнуться вместе с Адрианой, но ему тут позвонил Поли и говорит, чтобы он мылся, брился и очень хорошо стильно оделся. Он уже начинает думать, что скорее всего сейчас его будут принимать в криминальную семью уже официально. Адриане он говорит, чтобы она увольнялась, если его все-таки примут, потому что баба не должна работать где-то. Он приезжает к Поли, а Поли говорит, что манжеты и садился уже в его машину. И на полужопе Поли привозит уже Криси на то самое место, где его вместе с другим челом будут посвящать клятве семьи криминала. Но его задалбливает птица, которая смотрит в окно. Он не понимает, что это значит, но в принципе и плевать, потому что сейчас то, что он ждал практически всю свою криминальную жизнь. А так как я не могу показывать многое, в том числе и сиськи, письки и так далее, потому что YouTube современный и против наготы, то советую посмотреть как бы лично эту серию. Потому что посмотреть будет на что. Поли объясняет ему как раз так и так. Теперь ты должен только заносить долю мне, а я должен заносить ее уже Тони. Все. А это Кармайл. Он как бы является лидером семьи уже в самом Нью-Йорке. Тони сидит вместе со своей сестрой и расспрашивает, чтобы посмотреть. Она говорит, надо футбол. Этот говорит, может посмотрим Гачи-Мучи. Она говорит, что Гачи-Мучи смотрят только эти самые. И Тони решает не рассказывать, что он уже смотрел это самое с сыном. Уже к Рису подходит поздравить один придурок и Джеки Април, сын самого, получается, босса семьи Демео. А придурок рассказывает про план, который скоро у них осуществится, чтобы заработать немножко лавышечек. Тони сидит, как всегда, у своей психологички и рассказывает, что в принципе у него, как всегда, все хорошо. Она говорит, что если бы было все хорошо, они бы не виделись. Он вспоминает тот момент, когда они не виделись, и было все плохо, хотя до этого было, в принципе, нормально. Прозок он как бы сейчас не принимает, не из-за того, что ему как бы виднелась полуголая баба, а из-за того, что в принципе он не нужен. Но психологичка думает, что скорее всего это пока затишье перед бурей, потому что совсем недавно Тони потерял родную мать. В принципе, из-за этого всего как бы у него были приступы, а приступы были из-за его матери. А из-за приступов он пришел сюда. Значит, скорее всего, и либо уже эта помощь не нужна будет Тони, и он сможет забыть, что такое приступы, хотя недавно он упал в обморок из-за чернокожего парня своей дочери. Либо все пойдет кверх жопы. Криси дали точку, где букмекеры срубают деньги, но так как он не Поли, он просирает все. Начинает жаловаться Тони, что вроде бы все нормально. Конечно, да, его не то что повысили, его приняли в криминальную семью, теперь он бандит, но как бы, если так посудить, у него ответственность, к которой он был не готов, но все вроде бы нормально. Криси не смог собрать всю сумму и говорит Поли так и так, но вот так, как-то вот так. Поли говорит, что ничего личного, но это бизнес. Если ты за одни сутки не найдешь деньги, ты будешь стоять на счетчике. Тони решает поговорить с Джеки-младшим, что так и так, да, отец его был бандит, крутил дела, босс семьи, но ты-то куда лезешь? Он хотел, чтобы ты учился, а ты в итоге начинаешь думать про наколки, про звезды, про воровское, про черное. Вот это тебе не нужно. Тебе не нужно думать, как ходить в хату, как поднять мыло, не наебать в душе. Тебе это не нужно. Люди такого бизнеса, они либо
как бы дохнут, либо они сидят. Конечно, есть еще третий вариант, это либо стукачи, либо тот, кто в бегах, но как бы и тех, и других ждет один, в принципе, конец. А Сентони пошел по стопам Скала Джонсона и выигрывает матч в тренировке. Кармела начала педрить мозги своему мужу, что они не должны превращаться в семью, которая все-таки обедает и ужинает вдали от дома. Но тем не менее они позвали свою дочку Мэду, которая съебалась уже жить в общаге, чтобы учиться в институте и долбиться с гуталином. Сестра Тони обманывает коллегу, подкидывает ей снотворное спрайт и ворует ее ногу, чтобы та отдала пластинки ее матери. А Криси даже не знает, где взять за последние 10 часов, которые у него осталось, деньги, потому что нету их даже у Андрея. Тони приезжает к своей одноногой русской подруге, а тут, оказывается, у нее стоит ее сестра, которая как бы непонятно, что она здесь делает. Она привезла ей старый русский протез, который можно просто кинуть в танк, и танк взорвется. И начинает рассказывать, как ей все хорошо, как ей заебись. А Тони от злости решает пожрать и вспоминает, как однажды его отец вместе с дядей Джуниором взяли мужика, который не хотел платить, потому что не было денег, и отхерачили ему палец. Он это рассказывает, собственно, своей психологичке. Что отец, когда увидел, что Тони подглядывает, его не наругал, наоборот, он принес мясо, но Тони, увидев мясо, вспомнив отрезанный палец того повара-мужика, который делал это мясо, упал башкой об стол. И в принципе ужин он не испортил, не считая того, что как бы, когда они приехали из больницы, кошка жрала эту ветчину. Но отец отвез ее поговорить, и больше кошку, наверное, по совпадению никто нигде не видел. Кармела вместе с Тони-младшим приходит навестить свою дочку, которая также держится претензий, что папа кусок говна, папа всего лишь породил и всего лишь давал деньги и обеспечивал безопасность. А чернокожий оборь, он в принципе будет примерно всегда, но не всегда. Так что он важнее, потому что он молодой, ничего не может, а папа говно. Одноногая говорит сестре Тони, что скоро ей все в принципе аукнется. Криси, вспомнив про разговор того придурка, который был с Джеки-младшим, решает с ним съездить на дело и обворовать кассу благотворительного вечера какой-то там хрени. И в итоге Джеки-младший обсывается, когда он сидел за рулем и не успел поссать, но все в принципе нормально. Криси дает Поле деньги, Поле объясняет Тони, что так и так Джеки-младший был задействован, это ему не нравится, и он решает дозвониться до Криси, который шлет все нахер, потому что он не выспался.